вот мы говорили про сущности, например, они же что делают? Они прикрывают некоторые зоны сознания, некоторые зоны структуры, некоторые зоны анестезируют, чтобы человек, ну, в итоге не сошел с ума от боли, не сошел с ума от ужаса. То есть, если человек не имеет инструмента работать с тем, что эта сущность там прикрывает, то смысл ее снимать, ему Да. будет хуже. Не знаю, ты вот в своей практике такие, может быть, моменты видела? Ты же много работаешь ну, с клиентами, с людьми, вот именно вот на таком, на Ну, уплотненном. когда ко мне приходят такие явные прямо представители симбиоза, так скажем, с сущностями, то, скорее всего, они даже не хотят расставаться с ними, потому что М, настолько уже подкормлено, там все настолько хорошо выстроены эти связи взаимопомощи, что человек даже не осознает, что это проблема. И такие сущности, если вообще пытаться с ними как-то прокоммуницировать, они даже, можно так сказать, со смешком таким смотрят на тебя, на этого человека, который пришел, и м, типа, ну что ты там, ну давай, я тут посижу, посмотрю, да, а потом я так возьму и после тебя уйду спокойненько, дальше буду делать там в человеке, в его структуре то, что мгм. мне нужно. То, что нужно, да. Вот. Ну, в своих правах, да. В своих правах, да, вот это право, потому что есть. Вот его, если договор есть, почему мы в своей работе перестали насильно вот этих существ снимать? Потому что если нет вот этого осознания, ну вот изначального осознания того, что любое существо в своем праве, то ты, когда начинаешь с ним вот биться, его снимать, ты как бы своей ему болью подставляешься. Ты можешь на себя это как бы взять. Ну, то Вот, есть да. вот эта история А с... еще Мгм. интересные случаи бывают, когда приходит человек с такой сильного порядка сущностью в симбиозе, и он начинает тебя, наоборот, воспринимать враждебно. То есть ты Мгм. проводишь ему божественные чистые энергии, а он воспринимает это как что-то для себя плохое, враждебное. То есть он чувствует, Да, что ты на подменяется. него Мгм. нападаешь. И это идет даже не из реакции самого человека, а из Мгм. реакции этой сильной сущности через структуру человека. Мгм. То есть буквально она берет на себя управление реакцией на тебя, человека. Да, Да. да, буквально. Ну вот поэтому свобода воли, свобода выбора. Вот. Поэтому, да, еще хочу Мгм. сказать, что проводники вот этих высоких энергий, они часто не востребованы, оказывается, потому что М, человек своим сознанием не может дотянуться туда и понять, что вообще это такое. То есть он воспринимает это как что-то враждебное для себя, потому что его уровень сознания находится ниже, и для него эти высокие частоты, возможно, даже болезненные. Скорее Болезненно, да, всего. скорее всего. Поэтому я Тонкие даже энергии, часто да. замечаю у других проводников, как они работают. Я вижу, что действительно классный проводник, классные чистые энергии, а у него нет аудитории, у него нет такой популярности, как, например, у тех простых инструментов, как матрица судьбы, например, которая, в Мгм. принципе, не требует от проводника никаких специальных пропускных способностей, так Мгм. скажем. Но она очень популярна, потому что многие люди могут своим уровнем сознания дотянуться до этих энергий и как-то осознать и понять, в себя встроить это. Ну да, но это Мгм. вопрос как бы такой, насколько, ну какой запрос у человека, то есть что человек хочет. Потому что ведь мы говорим о пробуждении вообще-то, мы говорим о просветлении, мы говорим о контакте а, ну, с самим собой, с душой. А вот так вот можно, знаете, так, вышел на улицу, кто хочет просветлеть, да никому не Да, надо, да. никому не надо, люди же хотят других вещей. Хочется, чтобы в семье было хорошо, на работе было хорошо, чтобы было как-то понятно, что будет в будущем, желательно хорошие новости. Заработок Вот. хороший. Заработок, Что волнует в конечно, большинстве человека? Деньги, отношения, здоровье. да, Если эти сферы закрыты, все, в принципе. Ну, это да. нормально и хорошо, поэтому основные входы в работу, это когда у человека начинается напряжение в его реальности, когда у него начинает то, Мгм. что его интересует, перестает работать и вызывает напряжение, что человеку сложно жить своей жизнью. Она Да. его не удовлетворяет в том или ином объеме. Тогда начинаются точки индивидуальные, личностные, когда нужно не через идею «я хочу пробуждения для чего-то там», Мгм. Мгм. А через что-то а насущное. «я хочу пройти, у меня болит здесь, я хочу найти выход».
И есть Ну, это выход. точки входа такие, то есть, ну ведь известная же история, что там психология, она в своих инструментах ограничена. То есть ты вот прорабатываешься до какого-то момента, потом она просто перестает работать. Просто ты как бы, это значит, нужно что-то пробовать другое. Мгм. Например, вот это. Потому что, ну, невозможно пройти там, или дизайн человека, там, на определенном этапе это здорово, эти карты, Да. бодиграфы, все, ты там разбираешься, как работает, даже там генные ключи, еще что, где там есть какое-то движение, выход. Вот, но все равно оно тоже ограничено, потому что оно не дает подключения, оно не дает опору на себя. И то есть ты в итоге там себя там по-всякому пытаешься принять, пытаешься по-всякому понять, как ты здесь там запилен, как ты устроен, Мгм. через реакции, через все. А в итоге оказывается, что в твоей жизни изменения, которые происходят, они вот, ну, так чуть-чуть что-то наладилось, но не в целом. А в целом, типа, проблема на месте. В целом все то же самое. Ну вот. Вот в эти моменты, да, нужно, значит, идти дальше. И, конечно, таких людей, которые могут провести дальше, их мало, аудитории у них мало, потому что мало людей, которые к этому готовы, это Да. хотят, и еще потому что мало кто знает и может поверить, что это возможно, и что при всем том, что, ну, мы говорим, вот постоянно говорим, что это путь, то есть пробуждение, там, соединение там, с высшими аспектами, и жизнь через это путь, дорога, но сложно себе представить, что она настолько простая в итоге, то есть для Мгм. существа именно в опыте она простая, она легкая и вообще-то очень Приятно. быстрая. И она быстрая, это быстро, не нужно там, то есть в течение 15 лет, это классная история, где-то вот Аня натыкалась на историю, как девочка ходила к психотерапевту, она, значит, сколько-то, типа 20 лет она к нему ходила, ходила и ходила, он уже умер, психотерапевт. А она все говорит, и у меня все еще то, с чем я к нему хожу, оно все на месте. Ну, конечно, оно будет на месте, потому что, ну, на нее смотришь, а это через часть души идет. Как она психологии часть души исцелит? Ну, куда она ее присоединит, психологии? Психолог Но, помог поправить это, чтобы ей удобнее жилось да, с этим состоянием, Мгм. чтобы оно не так сильно мешало. Но в глубину оно не проходит, инструмент не позволяет. Так А в что глубину еще не каждый готов идти, потому что там действительно ты встречаешься с корнем с корнем, да. этого всего, а оно бывает пугающим, бывает страшным, бывает болючим. ну, знаете, тут иногда мы имеем дело, когда нам говорят, что чтобы прийти к нам на сессию, нужно, чтобы жизнь довела до ручки человека. Но это не обязательно так. Одного Да. человека жизнь может довести до ручки тем, что он ежедневно чувствует состояние подавленное, и ни одного у него просвета нету, а у другого человека должно все вокруг разваливаться уже буквально физически, чтобы у него какая-то пошла. Вот это внутреннее, для этого процесса нужна только внутренняя готовность, внутренняя какая-то отвага. Вот это Мгм. я пойду, я хочу найти выход. Не сдаться Мгм. тому, что происходит, а пойти найти. Если человек ищет, он найдет. Да. Да. И А если получится. он будет сдаваться, то он не найдет точно. Вот поэтому я говорю, что многих эта глубина, действительно глубинная работа пугает, потому что выходит вот это страхи, боли, и человек думает, как же так, я иду к свету, иду к духовности, а получаю вот то, что получаю, и это Как это пугает. здорово, что выходят боли и страхи, потому что вот это разделение, внутреннее разделение вот этой тени и осознаваемой части, оно очень сильное. Вот, и когда человек накачивает свою осознаваемую часть вот этими там позитивными мыслями, аффирмациями, медитациями, там всяким, там, я не знаю, йога, что угодно, вот Все он себя классно, классно себя улыбка, поднимает, бустит. он натягивает внутри как такую, как тетиву у лука Мгм. натягивает, и в итоге у него она порвется. А то, что начинает вот это вот тяжелое проявляться снаружи, не только там под алкоголем, я не знаю, вот, оно начинает проявляться, это хорошо. Главное уметь с этим дело иметь, как сделать, как вот, как Да. это обнять, как это излечить, как это наполнить, то есть как это сделать. Это не страшно. То есть в итоге вот ну, любого нашего клиента спроси, они знают, это просто. Любая часть сердца, любая боль, это в итоге просто. Ну и ты знаешь сама, что это Да. просто. Как просто И раз и все, приятно. и приятно, да.
Что там? Вот тут и есть такой ракурс, что как бы на что ты смотришь. Если у человека нет проблемы, его там чуть-чуть где-то, у него нет этой вот решимости, нет этой какой-то внутренней отваги, и он, скорее всего, как бы скажет, да ладно, и не пойдет до конца. Поэтому как бы создается впечатление, что человек должен дойти до ручки. Да. Нет, это не вполне так. У человека может и не происходить ничего такого, но он не удовлетворен, и для него это стремление к поиску. И тогда он ищет и доходит до этого. Но поразительно скорее то, что как работает в материи соединение с душой, когда событийные ряды, ситуации, отношения с родителями, самые тяжелейшие какие-то тяжелые финансовые бизнес-проблемы, утеря там, близких, самые страшные человеческие болезненные ситуации начинают поправляться и из внутреннего состояния, и из внешнего событийного, как оно уже работает в материи. Так что тут ракурс не только стакан наполовину пуст, что ты как бы заходишь внутрь, а там обнаруживаешь не только цветы, свет и любовь, потому что все болевые состояния дефицитные. Можно с ними легко просто работать из состояния сильного и красивого, но тем не менее ты будешь иметь дело с дефицитными состояниями. А как они работают в материи? Когда ты знаешь, к чему ты идешь, когда ты можешь управлять своей реальностью простыми инструментами, через полное соединение, приходя с каждым днем все большее и большее соединение с душой. Когда такая цель есть, даже неосознаваемая, человек найдет к ней, конечно. Да, выход. Проявление в материи, конечно, интересно. Порой прям реально кажется, как будто волшебство. Знаешь, как работает, но все равно поражаешься, что раз, и оно раз и развернулось. Человек там пишет через, там, не знаю, через неделю отзыв там, или сообщение какое-то. А вот у меня, значит, проблема решилась. Причем такое, типа, как будто и не было. Такой раз, и Оно всё так хорошо. естественно. Да, очень естественно просто. Больше не Многие не замечают. Кстати, поэтому многие обесценивают это, списывая на то, что так сложилось само собой и так далее. И часто такое бывает. Это тоже ничего. Так работает. Да. Работает на постоянном. Дальше, быстрее. Это поправилось, и хорошо. А вот это-то еще не очень. Так работает ум, потому и навык, потому и процесс, что в один момент ответственность не возьмешь за самого себя. Потому что если взять нечем, руками практически, то она и не берется. Это просто идея. Вот я взял ответственность за самого себя. Но это процесс каждой части, каждого процесса исцеления. И ты, тут взял. Я могу позаботиться об этой части структуры. Я ее вижу, ею больше не управляют ни иерархия, ни сущности, ни правительство, ни работодатель, ни муж с женой, никто. Это мое, я могу об этом заботиться. А еще и вот об этом. Да. Так постепенно. А еще вопрос дисциплины хорошо прокачивается здесь. Как я люблю говорить, что у нас есть два волка, темные и белые, и они постоянно борются. И который из них побеждает? Вы знаете? Побеждают, да. Какой? Тот, которого ты кормишь. Да. То есть нужно замечать эти позитивные изменения в себе, в своей жизни. Они борются. Почему? Потому что еды не хватает, надо обоих кормить. Точно, да. Продолжаем разговор. У нас сменились напитки. И следующий вопрос. Я хочу немножко подвести к вопросу. То есть в своей работе я провожу энергии через божественную иерархию света, то есть через архангелов, ангелов, всех наших помощников небесных, и обращаюсь туда для того, чтобы получить для человека энергию, для тех процессов, которые будут происходить. То есть я не работаю на своей личной энергии. Соответственно, такой вопрос. Какая, если можно так сказать, роль в мироздании у божественной иерархии? То есть ли какая-то ниша, на которой она находится, как, например, слои астрала, либо это структура твоего собственного воплощения, но из более высоких плотностей,
либо это вообще отдельное что-то, что выделено в такие высоковибрационные души. Ну, работа с иерархией света, как так сказать, да, такое определение. А, ну, вот с каких планов ты работаешь? Если это архангелы, ангелы, это верхняя прослойка астрала. Она для управления более нижними слоями. Это пятая плотность, естественно, и частично шестая, земная. Это проведение кодов для перехода, если и по индивидуальным задачам, и по какой-то группе задач планетарных, может быть. Это ченнелинг, это любого качества, качество энергии, я имею в виду уплотненный, такой, разные способы подключения ченнелинга. Пятая плотность – это настройка тела пятой плотности и попытка, возможность соединить тело третьей плотности с телом пятой плотности по каким-то уровням. Все, что передается не по каналу, ну и понятно, что верхнеастральное – это для управления. Обычно ангелы посылают с верхней четвертой плотности послание сюда, знаки, чтобы это можно было считать в материи. То есть оттуда они могут как бы прикоснуться к материи, дать сюда. Вот. Так, все они вспомогательные, по сути. Задача, чтобы человек включился сам, потому что это как бы выделенные зоны, пока человек не имеет соединения своего центрального, потому что вся целостность структуры, ну это как скафандр, весь дырявый, там так вот скрученный, весь все, чтобы хоть как-то работало, все вот стоит четко воплощение. И для сборки целостно этого скафандра, структуры воплощения в целом, требуется взаимодействие со своей душой и настройка всего через свое сердце. И тогда это как бы, ну это вот задача во все стороны. Тогда человек может все во все стороны двигаться отовсюду. Пока у него нет такой возможности и на уровне структуры, и на уровне воплощения, и на уровне готовности к тотальному вот этому состоянию. И нет чувствительности, наверное, себя, чтобы определиться, где. Да, есть разная анестезированность, есть разная нечувствительность, как перебитая, как отшибленная, вот что-то нечувствительное. Это разная вспомогательная помощь тем, кому она нужна. А для тех, у кого есть соединение с душой, эта помощь может быть просто вот как дружеская какая-то помощь, но ты мог бы обойтись и без нее. Просто такое приятно. Хорошо, что она есть. Да. Вот, это помогает. А когда человек не имеет доступа к душе по той или иной причине, и значит, это сейчас правильно, так и есть, значит, невозможно сейчас это сделать, то как бы наличие энергии световой иерархии очень помогает процессам. Помогает. И нас же смотрят люди, там, думают, а что вы там, ангелы, архангелы, там всякие помощники. Можно вот для себя, например, сделать такую вещь. То есть, знаете, как своим намерением, если там в сердце не умеете, если там ничего еще не умеете, даже вы можете просто как бы своим в глубокой медитации, как вы умеете сами для себя, изнутри себя, как бы подтвердить свое намерение, как бы дать доступ вашим помощникам, ангелам, кто у вас ваше воплощение курирует, вашим кураторам, дать доступ самым безопасным, лучшим образом, во благо вам, чтобы они вам помогали. Потому что мы например, в своей работе, не знаю, Маш, может быть, ты тоже, часто сталкиваемся с тем, что
Ну, то есть у людей много как бы вот существ, прям вот буквально много, которые там стоят в поле, Готовы. выходят, которые готовы помочь, да, но они не могут, у них нет доступа. Потому Потому что что, свободы воли да, нет. закон свободы воли Поэтому мы работает, пока должны нет просить. отсюда волеизъявления, нет отсюда подтвержденного намерения, ничего невозможно. То же самое, как и, например, вот, ну, такое есть, что к нам как будто бы сложно попасть на сессию. Есть такая история, что мы не всех берем там и так далее. Почему, например, так происходит? Потому что мы берем людей в работу, у которых есть, с одной стороны, запрос высшего «я», то есть он есть, то есть оттуда идет намерение пробудиться и включиться, есть такая задача у существа. А с другой стороны, это намерение, если оттуда есть, оно должно быть здесь, через личность подтверждено. То есть здесь человек тем минимальным инструментарием, который у него остался, который у него есть после всей его жизни, он должен это намерение подтвердить сам. Я хочу все равно, то есть вне зависимости там ни от чего, я хочу. Тогда это работает, тогда это возможно. Если здесь на уровне личности этого намерения нет, его как бы невозможно с человеком ничего сделать, то есть ему невозможно помочь. Это похоже как это, ну как вот от алкоголя там бывает, это от зависимости, там кодируют, там что-то делают в клинике, там отправляют, там все. А человек не сделал выбор, он не может, он не хочет. А То есть бывает если он наоборот хочет, да, такое, что человек приходит личностью, то есть вот обратился, я хочу на сессию, а запроса от души нет. Что в таком Бывает. случае? Ну, говорим, что надо подождать. Надо подождать. Ну, надо подождать. Но в любом случае надо подождать. Если не сформулировано, не сформировано намерение здесь, на уровне личности, то основной совет всегда это намерение собрать. То есть его как бы сконцентрировать, то есть его как бы обратить на это внимание, что ты пойдешь до конца, что ты будешь это делать. Мы как-то записывали об этом, потому что это частый вопрос, почему, типа нет, почему, что это такое. Запрос души считываем мы, когда человек присылает нам запрос. Есть запрос? Есть запрос. В основном он есть, поэтому человек приходит. Бывали несколько случаев, когда человек приходил, говорил, вот я что-то хочу, вот мне надо, и в принципе есть запрос отсюда, а оттуда запроса нет. Душа говорит, нет, да мне все равно. Такое. Бывает. Что да, что нет. Такие дороги у людей. Вот, и тогда просто технически говоря, когда человек отсюда говорит, мне надо, я хочу, если ему отсюда надо, то в 99% ему надо из души, иначе откуда ему было бы надо. За редким из сотен сессий, там вот несколько человек были, которые... просто так захотеть из личности, как-то сказать, пробудиться, сюда вот всем собой включиться, еще и как-то хотя бы минимально осознать, о чем речь, хотя бы чуть-чуть, хотя бы головой чуть-чуть понять. Это, в общем, большое дело, надо понимать. Поэтому из личности прийти, можно только так, ой, что это вы тут делаете, мне интересно. Вот из интересного. И то с этим интересом часто приходят люди, которым надо по-настоящему. То есть этот интерес просто проявляется здесь. То есть приди хоть как-нибудь. То есть просто приди, и все будет хорошо. Да. А можно ли считать то, что человек обратился, даже если только из личности, а у души нет запроса, что он проявил так свою свободу воли, и тем самым ему можно помочь? Нельзя помочь, не получится. Технически так устроено, что это не вопрос нашего выбора или чего-либо выбора из внешних. Это только технический вопрос. Активация сердца происходит таким образом, что сердце активируется, все делает человек сам. Человек заходит вниманием в свое сердце. Мы ему показываем, как навигаторы, куда зайти и что делать, чтобы это произошло, поскольку у человека нет инструмента. Мы его обучаем инструменту. Смотри, вот сюда зайти, вот так, в таком состоянии вот это делать. Когда человек начинает первое исцеление, у него простраивается канал от души. Если душе это не надо на воплощение, он не сможет ни зайти в сердце, ничего, он будет пытаться туда протолкнуться, и он будет как человек, убежденный в том, что там с научными концепциями, пробиться туда, куда он не может попасть по своим представлениям. Должна быть особенного рода чувствительность к душе, просвет какой-то. И канал он должен пройти, вот как бы здесь на одном конце душа, высшее я, здесь сердце. Если отсюда нет как бы воли
Мгм. то отсюда не включится. Понятно. То есть отсюда краник нужно открыть, тогда польется тут. Это технический Да, да, вопрос. да. Как бы, а если отсюда открыть, а тут не принимают, то тоже не работает. Да, с двух сторон должен быть это, синхроничность такая, синхрон Да. должен быть, Понятно. гармонизация. Ну и давайте в конце подведем итог и что-нибудь посоветуем. Что такого мы можем сказать человеку, который вдруг нашел себя звездной душой, предположительно, у которого есть потребность к развитию, у него как нехватка кислорода, нехватка каких-то знаний, действий уже возможно, но он не знает, куда обращаться, что делать. Я тут скажу от себя. Мгм. Ну, каждый из нас был в этом состоянии. Диком. Да. Фух. Так, и, пожалуй, единственное, чем это идти за своими ощущениями, за неким внутренним голосом, когда все может говорить нет, а я чувствую, что да, не знаю, зачем мне это, не знаю ничего, иду за этим ощущением. Вот идти за этими ощущениями, За какой чувствами, бы, да. да, за этими чувствами, куда бы этот выбор чего бы это ни был. Естественно, если это какие-то большие там ответственные дела, за ними пойти за своими чувствами сложнее. Но в выборе, когда, например, в поиске какого-то инструмента и пути, он выбирается только как бы сердцем, только душой. И поэтому, если есть вот это ощущение подъема, взволнованности, тяги, да-да-да, мне надо, вот это ощущение, за ним можно идти, и оно точно приведет туда, либо что откроет целый пласт и простор возможностей, либо даст еще один шаг для движения. Какую-то точку роста, да, даст. Да. Раскрытие вот этого всего. Я со своей стороны пожелал бы, наверное, не сдаваться и не отчаиваться. Выходы есть, они существуют, непоправимых ситуаций, в общем-то, нет. С того или иного уровня всегда можно сделать лучше или очень хорошо. Вот. Не сдавайтесь, ответы в сердце. Я бы хотела еще сказать, что не нужно никогда расстраиваться и отчаиваться, если ты чувствуешь, что что-то перестало работать у тебя. То, что раньше для тебя было супер, класс, тебе помогало, работало, а тут вдруг перестало. И ты как бы теряешь почву из-под ног, да? Ты думаешь, как так, значит, я все это время шел за каким-то ложным ориентиром, либо делал что-то не так. Но на самом деле все так. Все так. Это значит только то, что ты вырос уже из этого инструмента, либо из этого пути, и тебе нужно какое-то новое решение. И это очень классно и хорошо, когда ты способен быстро вот так переключиться, принять этот опыт и пойти дальше, а не сидеть в этой луже расстройства и переживаний, а как же так, не застревать там. Тогда я скажу, что основной мой инструмент в том, что никакое состояние событий, депрессии, невыносимости, усталости, боли, никакое событие не является тем, из-за чего можно остановиться. Всегда найдется выход, всегда, пока мы есть, мы найдем этот выход. Если мы сдадимся, мы точно не найдем. Да. А пространство живое, инструментов много. Если хоть немножечко доверять своему импульсу души, своей интуиции, то что-то найдется. Это не навсегда. Возможности всегда есть, главное их заметить и за ними пойти, хотя бы чуть-чуть. Этого чуть-чуть порой бывает достаточно для того, чтобы развернулась вся жизнь целиком, полностью. Еще очень важно помнить, что если ты в какой бы ни находился ситуации, плохой, разрушительной, если ты можешь вот так по себе постучать и сказать «я есть», это значит, что у тебя все хорошо, и все можно изменить.